Если я сделаю это, то они убьют меня. Мы его прикрыли. А вокруг хаос, неразбериха, крики, вопли. Телохранители миллиардеров обычно не дают интервью. Но нам удалось поговорить сразу с 5 личными телохранителями, чьи клиенты суперзвезды, президенты, топовые футболисты и миллиардеры из списка Forbes. И они рассказали нам все секреты опасной работы за кадром. Один из близких ее людей был убит в Америке из дробовика, расстрелян в ее же доме. А также поделились пикантными подробностями своих богатых клиентов. Она подошла к кровати и говорит: «Иди сюда, Пол, приляг». Телохранители миллиардеров. Их работа — спасти жизнь клиента, несмотря ни на что. Привет, меня зовут Пол. Привет, я Пол. Тоже Пол? Кем вы работаете, Пол? У меня центр подготовки телохранителей и еще охранная компания. В Лос-Анджелесе и в Дубае. А кто ваши клиенты? У меня клиенты по всему миру. Футболисты, випы, все, кому нужна безопасность. Мне не нужна безопасность. Не нужна? Нет, не нужна. Поэтому я и спрашиваю, кто нуждается в услугах секьюрити? Люди, которые при деньгах, которые хотят, чтобы рядом с ними постоянно кто-то находился. Я представляю себе это так. Если человек знает, что не может пойти, например, в ресторан, в клуб, надеть Rolex, поехать на своей красивой машине или, предположим, пойти на свидание, и при этом чувствовать себя в безопасности, то ему нужны секьюрити. Сам я могу пойти куда угодно, гулять по улице, без проблем. Но знаменитости, актеры, дипломаты, у них популярность, у них деньги. И если они пойдут по улице, на них могут напасть. Поэтому они нанимают телохранителя. Давайте познакомимся. Я Павел. Я Абдул. Кем вы работаете, Абдул? Я специалист по исполнительной безопасности. Я инструктор. И вы работаете с миллиардерами, знаменитостями, обеспечиваете им безопасность? Я работаю с кем угодно. Мне все равно, миллиардеры они или нет. И если я сейчас выйду на улицу и увижу, что мужчина хочет убить женщину, или здоровый амбал напал на мелкого парня, я вступлюсь за слабого, полезу в драку, даже если я их не знаю, и мне за это не платят. А профессионально я работаю с людьми, которые мне платят, с успешными мужчинами и женщинами, у которых есть деньги. Привет. Привет. Я Паша. Артур. Расскажи нам, чем ты занимаешься? Ну, скажем так, моя компания занимается переобучением бывших военных и устраивая их на работы в самые богатые семьи, влиятельные семьи, как персональные ассистенты и водитель-телохранители. Ага. Смотри, вот почему военный может стать телохранителем, мне понятно. А почему военный становится персональным ассистентом? Ну, как показала ситуация, как показала история, эти ребята себя очень хорошо зарекомендовали, будучи военными и телохранителями. И так как у них хороший опыт, и они все понимают о безопасности, семья в них нуждалась не только на время транспорта или какого-то передвижения, а глобально организовать все услуги. То есть ответственность плюс, самое главное, риски. Слушай, я, знаешь, вот понял, что с течением времени бывают периоды, когда вот первыми лицами в компаниях становятся, например, финансисты. Какое-то время там маркетологи. А судя по тому, что ты говоришь, учитывая текущую ситуацию в целом в мире, то на первое место выходит безопасность. Согласен. И получается, что вот бывшие военные становятся, наоборот, максимально приближенными к самым богатым людям, потому что самые богатые люди сегодня очень востребованы в безопасности, в защите, да? Да, я правильно слышу? Да. Так получается, что наша задача — это как раз человек, который к этому относится достаточно осознанно, и все, что он делает, организует для семьи, он делает из подхода, что везде есть риски. А риски есть везде. То есть вопрос сегодня у богатых людей не в том, чтобы арендовать лимузин, например, там подешевле или подороже, а в том, чтобы проверить его, что он там не взорвется, что там не заложена мина, что или жучок. Бронебойная или жучок, да, и что... И это сегодня самая востребованная тема. Но это сегодня очень востребованная тема. Люди сегодня очень обеспокоены тем, что любой телефон может стать для очень уязвимой точкой для семьи, в машине или где-либо, фотографии. Поэтому доверенные люди
называемый trusted people, это стало очень важным. И как оказалось, военный — это человек, которому уже можно доверять. Он в свое время отдавал свою жизнь ради блага, и сегодня этот человек спокойно также готов будет отдать свою жизнь ради семьи. И не только как телохранитель, а как человек, который приводит в дом другие компании, садовников и всех остальных. Он человек понимает, кто эти люди. Он не возьмет человека с улицы, даже если он дешевле. Он будет брать тех, кто доверенные, которые не оставят после себя камеру где-либо или что-нибудь еще. И не будет рассказывать на улице, что они работали с супербольшой звездой. Самое ведь главное что? Это конфиденциальность. Кошмар какой. Как все быстро меняется. Как вы выбрали эту работу? Во-первых, в 18 лет я пошел в армию, французскую армию. Отслужил 7 лет. И после этого мне было нетрудно влиться в индустрию частного секьюрити. А вы можете назвать нам некоторых своих клиентов? Нет. А почему? Это секрет? Нет, не секрет. Просто я так не работаю. Если кто-нибудь увидит, как я по телевизору называю имена своих клиентов, нехорошо получится. Это непрофессионально. Непрофессионально? Для меня непрофессионально. Потому что все должно быть совершенно конфиденциально. Да, для меня это конфиденциально. Это один из моих принципов. А можете поделиться какой-нибудь историей из своего опыта, не называя имен? Вспомнить какой-нибудь самый яркий случай. Да, и еще я хотел добавить. Если вы зайдете на мои страницы в Instagram или на мой Facebook, то вы не найдете там ни одной фотографии моих клиентов. Я их не снимаю. Но это зависит от человека. Некоторые такое выкладывают. Но не я. Ну, вы поняли. Итак, это случилось лет 10 тому назад. Я был в клубе с одним знаменитым футболистом. Вы там были по работе? Да, я его охранял. Было около часа ночи. Он был с женой. Он говорит: «Я пойду наверх. Мне надо переговорить с менеджером. Пожалуйста, оставайтесь с моей женой». Я же знаю, только отойду, ее обступят люди. Я говорю: «Окей, как скажете, босс». Через 10 минут его жена спрашивает, куда он пропал. Я говорю: «Он пошел наверх». Она мне: «Давайте и мы поднимемся». И вот мы поднимаемся, а его там нет. Я вышел на улицу, ищу его. А охранник, который стоит на дверях, говорит, что он уехал с дамой. Я думаю: ого, вот так ситуация. А его жене я сказал, что не знаю, где он. Она говорит: «Ладно, останемся еще на час, а потом уедем». В итоге мы вернулись в отель. Там огромный люкс. И мне полагалось оставаться в номере. Но мне всегда некомфортно находиться с женщиной наедине. Так что я включил на телефоне видеокамеру и положил телефон в карман. И вот мы входим в номер. Она говорит: «Располагайтесь, а я в душе спать. Подождем, куда он денется?» Я говорю: «Окей». Выходит она из душа, идет к кровати и говорит: «Эй, Пол, что вы хотели?» Она подошла к кровати и говорит: «Иди сюда, Пол, приляг. Прямо так». А сама уже лежит. Она красивая была? Да, но... Друзья, я так люблю путешествовать, ездить в разные страны. И за последние несколько лет просто феноменальное количество событий на этой планете произошло, из-за чего путешествовать стало многим людям сложнее. Разные ограничения, сложности, вирусы и так далее, и так далее. И вы знаете, что, оказывается, вы можете получить легко гражданство Евросоюза. А все благодаря тому, что есть страна Румыния, где практически каждому жителю России и другим странам СНГ можно легко получить гражданство. И вы знаете что? Там вам не нужно будет двойные налоги платить, вам будет разрешено двойное гражданство, и открыто 170 стран для путешествий, жизни, обучения. Представляете, как классно? Для этого есть наш спонсор, компания Merci. Заходите на их сайт, и там есть и видеоотзывы, и вся подробная информация, как вам получить гражданство Румынии, а значит Евросоюза. Компания Merci бесплатно вас проконсультирует, все объяснит, расскажет, и вы сможете путешествовать по всему миру и кайфовать. Ссылочка в описании, и респект нашим спонсорам. Компания Merci. Погнали! А можете поделиться с нами какой-нибудь интересной историей? В зависимости от того, что вам интересно, задавайте вопросы. Я знаю, что вам нельзя раскрывать имена своих клиентов. Но, может быть, вы можете рассказать о каком-нибудь невероятном случае, произошедшем с вашим клиентом, когда вы с ним работали.
Например, может быть, случилось что-то опасное. Да, опасное. Мы были в Шарлотте, в Северной Каролине, в клубе, где собралось 1003 посетителей. Клуб был в отеле, где лаунж переделали в клуб. Сначала я заранее пошел туда один. Смотрю, место небезопасное. Знаете, для этой работы, чтобы защищать людей, чтобы их не убили, надо уметь мысленно поставить себя на место того, кто захочет кого-то убить. Предположим, я хочу кого-то сегодня убить и знаю, что моя жертва сегодня вечером будет в этом отеле. Я сниму номер и заселюсь заранее, за 2 суток, и буду ждать. Поэтому я исхожу из того, что если моего клиента, который будет в этом отеле, кто-то собирается убить, то убийца уже в отеле. Потому что, будь я этим злодеем, я бы так поступил. То есть, я знаю, что клиент уже в опасности. Это раз. А 2, в отеле слишком много выходов. Кто-то может пройти через кухню. Чтобы подобраться к своей цели, киллер может притвориться шеф-поваром или посудомойщиком, кем угодно. То есть еще только 7 вечера, а я уже чувствую угрозу. Вижу, что вечер предстоит небезопасный. И я вижу, что в зале много артистической публики, а это значит много всякого антуража. Звезды всегда окружены друзьями, поклонниками, а ты не знаешь, кто с кем, кто ради кого здесь. И будет больше 10 таких звезд в одном месте. И ты понятия не имеешь, кто здесь с кем и от кого могут быть проблемы. Может быть, это не артист, а чей-то спутник, он чей-то поклонник. И невозможно угадать, от кого чего ожидать. И я понял, что дело нехорошо. Я почувствовал. В 7:08 я уже знал, что что-то должно случиться. И я никого не мог предупредить. У меня было просто предчувствие. Потом уже мне кое-что рассказали охранники. И вот мы приезжаем в клуб. А я был одним из телохранителей, дополнительным. Нас было несколько, и главный был не я. А мне не положено разговаривать с клиентами. Я всегда разговариваю с главным секьюрити клиентов. И если я хочу о чем-то предупредить, я говорю ему. А он уже разговаривает с менеджером клиента-артиста, а тот с самим артистом. Я с ними не говорю. Они со мной. Я своему главному говорю, та сторона, где артисты слишком открытые. Я слежу за входом, но клиент на другой стороне, а она чересчур открытая, доступна для публики. Кто-то может выйти из толпы и застрелить его. Главный говорит, да ладно, Абдул, твое дело стоять у входа, вот и стой у двери, контролируй. Если я буду контролировать двери, через них никто не пойдет. Преступник будет знать, что дверь охраняется. А в зале никто не стоит между публикой и клиентом. Но я главного предупредил. И если он распорядился, чтобы я стоял у дверей, я буду у дверей. Не прошло и 20 минут, как в клубе поднимается яростная пальба. Насколько я знаю, что у тебя есть собственный прямой опыт работы вот с такими людьми, с суперзвездами и самыми богатыми. Расскажи какую-нибудь самую удивительную историю, что происходило с тобой. Ну, историй, скорее всего, много, но вот та, которая резко приходит на ум, это случилось совсем недавно, можно сказать, вот пару месяцев назад. Я был ассистентом, но, как мы понимаем, когда я иду ассистент, человек на меня рассчитывает, как на бывшего военного, и говорит, хорошо, то есть ты одновременно занимаешься безопасностью. То есть я нахожусь в семье, я с человеком нахожусь в доме, я сплю с ними рядом, у меня комната. Я был на нижнем шоссе, нижнем там, этаже, шоссе, как говорят во Франции. Она была на верхнем, и кто-то зашел в дом. Как оказалось, в этом регионе есть одна охранная компания, которая имела ключи всех вилл. И мы, когда возвращались после ужина, у нас сработала сигнализация, как оказалось. И они получили в полночь, например, то, что сработало. Человек к нам появился в 3 часа утра, уже посреди ночи, причем зашел почти во все двери. Я с моей стороны ту часть, где уже непосредственно находится VIP, закрываю всегда на ключ. И случилось то, что случилось. Человек начал стучать очень сильно, настаивать в дверь, кричать по-французски «откройте дверь», что очень сильно испугало клиентку. И, понятно, все должно было закончиться тем, что мы должны были уже лететь на вертолете, просто убегать, потому что до этого произошел ужасный
скажем так, шокирующая ситуация в ее жизни. Один из близких ее людей был убит в Америке из дробовика, расстрелян в ее же доме. Чудом жена этого человека спаслась под кроватью, спрятавшись. А так, по сути, люди, которые пришли просто на ограбление, попали на человека, который вышел из своей спальни, они его расстреляли. И она после этого начала сильно бояться. Да, она по-настоящему, для нее это было в какой-то степени страх, и который мог быть выплыть вот как раз вот в такой вот кризис. И это упало на меня. Человек зашел в дом с ключами, но он был неплохой человек, он был просто охранник, который не выполнил правильно протоколы, безопасность, все это сделал, не сделал, он просто должен позвонить и спросить, у вас все хорошо? Не позвонил. Все. Чем все закончилось? Я сидел, успокаивал, я был психологом, успокаивал этого человека долгое время. Все хорошо. Ваш маленький ребенок, у меня маленький ребенок, за которым больше всего волновалась, он в безопасности, я рядом. И так я сидел около нее очень, порядка часа, пока она не уснула, а потом сидел, чтобы ее успокоить под ее ступеньками до самого утра. Ну, что это за человек? Вот я понимаю, что ты имя назвать не можешь, Нет. Но что это за уровень личности? Ну, скажем так, это у всех на слуху, это человек, который все знают, это человек, который каждый видит, может видеть в газете, может видеть в журнале, может видеть на телевидении, поэтому эти люди, они очень, скажем так, мы думаем, что они сильны, но они очень постоянно обескуражены ситуацией, и они очень следят за тем, что происходит в мире. Когда идут атаки, для них это как будто на них нападают, потому что человек, который заработал уже все, у него есть имя, деньги. Самое главное, что у нее сейчас осталось, это ее жизнь и жизнь ее детей. И за это они боятся. Знаете, в этой ситуации у меня был выбор. Женщина или деньги. Я люблю деньги. И когда это произошло, я подумал, от этого могут быть неприятности. И я просто убежал. Я вышел из здания и спал на пляже. То есть не на пляже, а у бассейна, сидя. Я ушел. Мне не нужны проблемы. А мой клиент вернулся уже на следующий день, час дня. На самом деле, такое случается нередко. Но женщина в действительности никаких чувств ко мне не испытывала. Она знала, что муж ушел с девушкой. И решила, отомщу-ка я ему с телохранителем. Но дело в том, что если ты попадешься на эту удочку, решишься на секс с клиенткой, она будет считать, что с тобой расплатились. И зарплаты тебе не видать. Так что я всегда говорю себе в таких случаях, это не для меня. А у вас проблемы после этого были? С ее мужем проблемы? Да, с мужем. Может, жена пожаловалась? Нет, потому что у меня было все заснято на видео. Вы показали ему видео? Нет, оно было на моем телефоне, в моем кармане. И оно до сих пор у вас в кармане? Нет, это же было 10 лет назад. Может быть, все-таки сохранили, потом после съемки покажете? Дело в том, что если бы она когда-то попробовала пожаловаться мужу, знаешь, я оставалась с Полом, и он пытался, у меня в кармане была бы защита. И пришлось пустить защиту в ход? Нет, я сказал, если бы. Я продолжал с ними работать, как ни в чем не бывало. Поэтому с женщинами надо всегда держать ухо востро, всегда подстраховаться. Да у вас опасная работа. Я думал, ваша история будет про вооруженных злодеев, про перестрелки, погони. Моя? Нет. Я никогда не попадал в подобные переделки. Никогда. В большинстве случаев я работаю в той стране, где я живу. Я знаю людей, знаю плохих парней. Я знаю обстановку, так что обычно все бывает спокойно. Перестрелка поднялась, не просто одиночный выстрел. Настоящий бой. То есть предчувствие меня не обмануло. Чего ожидал, то и произошло. Раз поднялась стрельба, я должен был прикрывать и выводить клиента. Так что я загородил клиента столом, который оказался под рукой. Я его загородил, чтобы его никто не видел. Когда вы прикрываете клиента, вы сверху. Вам еще нужно следить, что вокруг происходит. Потому что если вы его прикрыли, а по сторонам не смотрите, убийца может подойти к вам вплотную и застрелить вас.
Я прислушался, и по звуку выстрелов я понял, что стреляют не рядом. Когда вы не можете поднять голову и оглядеться, вы можете прислушаться, и то, что не увидели, услышите. А иногда наоборот, разглядеть то, что не услышали. Итак, мы его прикрыли, а вокруг хаос, неразбериха, крики, вопли. А он был в пиджаке. Я снял с него пиджак, потому что он засветился в этом пиджаке, его все видели. Он у всех на глазах был в этом самом пиджаке. И я стащил с него этот пиджак. А потом я поднял чью-то шапку с пола и нахлобучил ему на голову. И, как я сказал, я не главный телохранитель у него, так что я с ним не должен был разговаривать. Но я нарушил, сказал «пошли», и в таком виде стал его выводить. Теперь, если его кто-то стал бы искать, то не узнал бы, потому что пиджака на нем не было, и он был в чужой грязной шапке, надетой глубоко на голову. Никто бы не подумал, что это он. А когда мы выходили из клуба, я в дверях притормозил. Что-то мне подсказывало, что прямо в этот момент выходить не следует. Потому что киллер как раз бы и воспользовался таким моментом, чтобы выстрелить. Когда стрельба стихла, мы вышли наружу, но только закрыли дверь, уже на улице я услышал, что в клубе снова стреляют. И в этот момент я выталкиваю, хочу достать пистолет и вижу, что приближаются вооруженные полицейские. Я слышу стрельбу у себя за спиной и понимаю, что если бы я в этот момент достал ствол, полицейские застрелили бы и меня, и клиента, потому что они снаружи и не знают, что происходит внутри. Так что, к счастью, я не вынул оружие. В итоге клиент благополучно выбрался из этой заварухи. Дело решали буквально секунды. Хорошо, что я мгновенно принял верное решение. Мы могли оба погибнуть, и клиент, и я, потому что в клубе были вооруженные люди. В такой ситуации не следует ждать от полиции команду оружие на пол. Велики шансы, что тебя застрелят. А копы были, естественно, вооружены. Самое главное правило наше — это сделать так, чтобы человек не боялся, чувствовал себя комфортно везде. Мне кажется, это вот наше кредо. А у тебя у самого не включилась паника, когда такая эксцентричный, скорее всего, человек начинает там кричать, паниковать, срочно везите меня, вызовите вертолет. У меня первое, что было в голове, слава богу, что я в этот момент я спал в спортивном костюме. То есть первое, что у меня было, я смеялся просто, был крик, все, я думаю, как хорошо, что я нахожусь не в нижнем белье, просто перед ней пытаюсь ее успокоить. Что я просто всегда, когда в таких вот ситуациях сплю, я просто готовлюсь к тому, что резко надо вскочить, куда-то побежать, что-то сделать. Я был в костюме и просто понимал, что когда я к ней подбежал, все хорошо, этого человека вывожу из дома, выгоняю его, закрываю дверь, подхожу к ней, думаю, ведь я бы не успел одеться в этот момент. Как хорошо, что я был спортивным. Ну, смех был какой-то иронический, а дальше ты не действуешь, нет какой-то прям ситуации, нет протоколов, нет какого-то совета. Ты просто понимаешь, что в момент надо быть спокойным и внушить это спокойствие в нее, что все хорошо. Если бы я еще начал волноваться, она бы еще больше паниковала и закончилась бы совсем плохо тем, что она, по сути, уже была на телефоне, готова вызывать была вертолет, всех ассистентов в мире, чтобы все срочно ее забирали, потому что на нее было покушение. Кошмар. Ну, такие Хотя по факту его не было, да? Нет, это не было. Зашел Нет, причем просто совпадение кучи ситуаций. Они говорят, а мы вам звонили, у вас телефон не работал, и вот, ну, случилось то, что случилось. По сути, для меня это был очень хороший... Я сделал очень много после этого своих выводов. С этого момента мы по-другому подходим тоже к домам. Дом снимал не моя компания. В данный момент мы теперь понимаем, что когда мы берем клиентов, мы должны узнать, кто система, кто придет, кто, как, чего, работает ли телефон, потому что у нас-то телефоны мобильные. А как оказалось, они решили нам не звонить, они решили позвонить по-домашнему и испугались. То есть такой огромный протокол, как проверить дом, телефонию, электричество, все. И каждый раз этот лист, он меняется, и все больше, и больше, и больше. И главное, чтобы это не превратилось в какой-то дейли, и ты думаешь, да, нет, все нормально. Вот когда вот в такой ситуации вот все и происходит. Сколько может зарабатывать вот такой персональный ассистент-охранник? Ну, рынок, он варьируется, потому что каждый человек называет свою цену, а там дальше будет зависеть от клиента, готов ли он платить и за что. Поэтому, скажем так, всех не могу раскрывать, ибо клиенты скажут, а можно было меньше, или ого, оказывается, есть дороже, да. Давай простую историю. Есть у меня такой человек, что для тебя будет очень интересно узнать. Ты сам понимаешь, что такое бэбиситер. Ну вот как ты думаешь, сколько бы человек должен получать, будучи нянькой? Ну, я знаю, что ставки, например, в России, в рублях, там может быть от 200 рублей до 1500 рублей за час.
Хорошо. Ну вот представь, что есть такое понятие security babysitter. Это человек, который бывший военный, одновременно он просто с человеком идет как ментор. Он с ним повсюду, он с ним занимается спортом, рассказывает о его жизни, о философии. И есть такой человек, который работает и получает порядка от 400 до 500 паунтов в день. Это сколько, если в долларах, например? Ну, это сегодня примерно уже одинаково, потому что паунд падает. Поэтому, скажем так, $500 в день за то, чтобы играть в баскетбол где-нибудь на яхте или кататься на велосипеде где-нибудь в поле. С детишками такой? С детишками. Военный бэбиситер. Бывший военный, который говорит на нескольких языках, на русском, английском, причем fluent. Все-таки это очень важно, чтобы человек не приносил в язык ошибки, как очень часто люди делают, особенно арабский мир, они берут себе филиппинок, это очень хорошие люди, или там малазиек, но это люди, которые говорят с акцентом, и получается, дети потом имеют этот же акцент, что есть ошибочно. Надо брать, конечно, все-таки искомое. Этот человек, он британец, но русский британец, у него чистый русский, чистый британский, и этот человек зарабатывает деньги. Кошмар какой. Так, вы мне пишите в комментариях, что наткнулись на наше видео, подсели, смотрите одно видео, второе, третье, все выходные, часами, ждете новых выпусков. Для нас это очень приятно. И я понял, что никогда не рассказывал вам о том, какую же идею мы закладываем в то, что мы здесь снимаем. Идея в следующем. Мы приезжаем в разные страны и путешествуем по всему миру. И наша задача в каждой стране снять не одно видео, а сразу 7, 8, 9 фильмов. Такой сериал. В каждой стране мы стараемся найти уникальных людей с фантастическими результатами, с интересными сюжетными историями. Так, чтобы вы могли через наши фильмы познакомиться со страной полностью. Нам кажется, что про любую одну страну снять только одно видео, ну, как будто бы недостаточно. Потому что можно с разных ракурсов и с разных тем, и с разных людей ее изучить. Поэтому каждый раз, заходя на наш канал, вы можете посмотреть, какой сейчас идет сюжет про какую страну. Потому что мы путешествуем, изучаем новые миры и хотим вместе с вами понять, как же устроена современная наша планета и познакомиться с такими уникальными людьми. Поэтому, кто из вас любит наш контент и хочет с нами быть поближе, у нас есть отдельный телеграм-чат. Я ссылочку оставляю в описании. Там мы раньше всех выкладываем анонсы новых видео, фотографии с бэкстейджа, опросы проводим, что снимать дальше, куда ехать дальше. Поэтому, если хотите с нами чуть поближе пообщаться, заходите к нам в телеграм-чат и давайте вместе дружить. И продолжаем просмотр. У селебритис бывает много странных желаний. Да. А можете привести какой-нибудь любопытный пример? О чем таком вас просили? Без имен. Мы никому не расскажем. Это останется между нами. Я не буду ничего конкретного рассказывать. Но когда просят о чем-то подозрительном, я говорю, я подумаю. И я нахожу решение, ничего не предпринимая. Так что ничего плохого не может случиться. Если они просят вас купить им наркотики, и такое может быть. Иногда бывает. Еще. Не то, что они просят меня убить кого-то. Нет, конечно. Но могут попросить кому-то подъехать разобраться. А я такие поручения не выполняю. Я говорю, мне надо пару дней подумать. И как-то все само собой разруливается. Тоже с наркотиками. Если мы с клиентом в клубе, и клиент говорит, мне нужен кокс, я говорю, хорошо, поищу. И я делаю вид, что посылаю СМС, но только вид делаю. Ничего не происходит. А через час я говорю, облом. Они, наверное, думают, что вы плохой покупатель. А какой будет ваш следующий шаг? Как будет развиваться ваша компания? Сегодня вы проводите эти мероприятия. Для меня это уже большой шаг вперед. Следующим шагом, возможно, станет организация мероприятий такого типа по всему миру. Потому что сейчас на это мероприятие съехались люди со всего мира. Целью может стать проведение мероприятия, например, в Лондоне, в Женеве, в Монако, в США. То есть можно проводить конференции по обеспечению безопасности для знаменитостей. Конференции по безопасности бывают, их довольно много.
Но конференции по близкой охране, по исполнительной охране — это новинка. Эта конференция вторая в истории. Я считаю, что это полезное мероприятие. Люди довольны. Телохранители, бывает, посещают неспециализированные конференции по охранной деятельности. Но в этот раз они приехали на специальную конференцию именно для телохранителей. Мне нравится эта идея, и я буду над ней работать. А другой случай произошел у меня, когда я работал с другим музыкантом. Это было в Нью-Йорке. В Нью-Йорке действует ограничение второй поправки, разрешающее хранение и ношение оружия. Там нельзя носить при себе огнестрельное оружие. Этим Нью-Йорк отличается от большинства городов. Вы можете иметь при себе пистолет, только если у вас есть соответствующие документы. А я допустил ошибку, потому что до этого были в Филадельфии. Там пистолет носить можно. А от Филадельфии до Нью-Йорка можно доехать на машине. Мы и должны были поехать на машине в Нью-Йорк. А в Нью-Йорке-то я не могу ходить с пистолетом, так что мне нельзя было привозить туда ствол, не следует туда ехать. И я не поехал, а остался в Филадельфии. Я присоединился к своей команде позднее, когда решил эту проблему. Как бы там ни было, в Нью-Йорке за нами погналась полиция. Это было уже неделю спустя. Полиция преследовала нас на маленькой машинке. Они ехали с мигалкой и нажимали на клаксон. То есть у нас впереди клиент на Роллс-Ройсе, а за ним мы, я и еще 5 едем за ним на Эскаладо. Они мне говорят, что надо остановиться, так как за нами едет полиция, и будто бы даже их жетон можно разглядеть. Те, кто со мной, говорят: тормозим, там полиция, а я говорю: нет. У полиции мигалка и сирена, а я вижу проблесковый маячок бело-синий, но не слышу сирены. И если я не вижу жетон, который мне на ходу все равно показать не могут, я не останавливаюсь. И мы продолжаем ехать. Через 5 минут мы выезжаем на мост. Они явно нас преследуют, но я и на мосту не останавливаюсь, потому что не знаю, кто они такие. Они для меня не полиция. И клиент продолжает ехать, и мы не останавливаемся. Так мы доезжаем до первого светофора. И я говорю: когда загорится зеленый, выключаем двигатель. На зеленый заглушаем мотор, и к нам идут 6. Откуда их столько взялось, непонятно. Подходят, я выхожу из машины, на меня направляется дуло. Где ваш пистолет? Они охотятся конкретно на мой ствол. Это было специальное подразделение Нью-Йоркского полицейского управления. Их называют хип-хоп-полиция. Они ходят в шортах, в футболках, но это полицейские. Устраивают рейды во всех клубах, во всяких злачных местах. Вот и за нами они гнались. Они появились ниоткуда. И теперь я увидел свет от фар других полицейских машин. И они мне говорят: где пушка? А я отвечаю: у меня ее нет. Приказали всем выйти из машины, кричат: открыть двери. Открыли. Выходите. Вышли. Руки на капот. Они обыскали машину, пистолета нет. И тогда они сделались такие добрые, дружелюбные. Это было в 2015-м. Я не знаю, как меня Бог спас. Но это была очень опасная ситуация, потому что когда полиция вас преследует, а вы не останавливаетесь, они имеют право вас застрелить. Нам повезло. Мы догадались заглушить двигатель, когда зажегся зеленый, хотя никто нам не приказывал. Если бы мы поехали, они бы выстрелили по машине. А можно спросить, как вас зовут? Я не буду отвечать. Не хотите? Ладно. А можете сказать, кем вы работаете? Я телохранитель. Я защищаю людей, товары, экономические интересы. И я веду разведку, собираю данные. Извините меня за мой вопрос, но мне всегда казалось, что телохранитель — это такой великан. А вы, конечно, покрупнее меня будете, но не намного. Огромный высокий мужчина привлекает внимание и таким образом создает риск. А в моей профессии мы стараемся не нарываться на риск, а избегать его. Как говорится, вступать в драку можно только если вы уверены в победе. Я знаю, что у вас есть интересные истории. Можете с нами поделиться? С чем вам приходилось сталкиваться? Да, есть пара. Я могу рассказать вам про свою командировку в Мали. Мы туда поехали для приобретения золота. Это было 10 лет назад. Мы были вооружены пистолетами, потому что речь шла о серьезных суммах. И понятно, что предприятие это могло быть чревато. Мы пришли на первую встречу с продавцом, мы вдвоем.
а с их стороны было человек 10. Атмосфера сразу была настораживающая. Мы начали переговоры. Мы говорим, если вы хотите что-то продать, то мы хотим посмотреть товар. Весь, что естественно. Но они отказались показывать все золото, а показали только несколько образцов. Наши переговоры становились напряженнее, разговор продолжался на повышенных тонах. Мы схватились за оружие. И мы решили уйти, стали, так сказать, отступать. Они нас не пытались удержать, не гнались за нами, и мы благополучно покинули переговоры. Через 2 недели мы вышли на улицу, собираемся зайти куда-нибудь поужинать, дело к вечеру. И возле нас тормозит гигантский «Хаммер». «Эй, парни, вы куда?» Блин, это один из наших несостоявшихся продавцов. Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем travel, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Всем все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишешь, что Паша молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что это все стоит очень недешево. Но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да? Ну, куда вас девать? Спасибо тебе за это большое. И так вот. И такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе со своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, то это к тебе? Только ко мне. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите, и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, у вас реклама. Это не реклама. Это благодарность за то, что люди нас поддерживают и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам. Мы всегда будем только рады с вами дружить и, может быть, познакомимся. Продолжаем просмотр. И он, вот, его основная работа — это защищать детей. Защищать детей. И у него произошла недавно вот такая казусная ситуация. Он был в Лондоне и шел по улице и увидел человека, который пытался напасть на кого-то с ножом. И в этот момент в нем, как любого человека, который был в армии... То есть просто на улице кто-то хотел с ножом? Ну, да, в Англии это происходит. Ну, да, там ножи, там ножи. И он сделал то, что должен был сделать, как любой человек, особенно как бывший военный. Он его обезвредил. Об этом были написаны статьи. Человек мне отправил статью, говорит: Артур, вот смотри. Прям есть камеры, есть видео, где из магазина засняли, как он его нейтрализирует. И я сказал: ты молодец, я тобой горжусь. Он говорит: да, только я потерял свою работу. В смысле? Да. Человека выгнали, потому что женщина, которая была рядом, она посчитала, что... Клиентка его, в смысле? Да, женщина, которая была рядом, была клиентка, был ребенок, она посчитала, что он подверг опасности семью, потому что он набросился на человека. Скажем, в этом плане мы не можем судить человека. Она мать, она поступила как могла. Он сделал по-другому. Он сделал, как он захотел сделать. То есть он шел, охранял женщину с ребенком, ну или там сопровождал их. Сопровождал, да. И рядом началась какая-то резня, и он пошел Он принял такое решение. Окей. Правильно, неправильно, нам сегодня невозможно судить. Как телохранитель он должен был отойти, но как он бэби-ситер и бывший военный, он был в той ситуации, он принял такое решение. Ага. Да, то есть его уволили, но я могу об этом рассказать, потому что это в статье, да, и, по сути, все, что он сделал, он был обескуражен ситуацией, он просто пошел в прессу британскую, об этом написали статью, и он заработал немалые деньги. На да. чем? Оказывается, британцы очень патриотичны, особенно там бывшие военные, они все отправили ему деньги на счет. Как в знак благодарности за то, что... За благодарность, да, за то, что он, по сути, выполнил свой гражданский долг. Защитил других людей. Да. Удивительно. Заработал пару тысяч паунтов. Он говорит, приятно. Однажды случилось так, что я лишился одного клиента. Я его потерял. Потерял? Как это? Потерял, буквально, из виду. Потому что я оставил свой пост. Мы были на вечеринке, он знаменитый баскетболист. Вы сказали, что потеряли клиента. Как такое возможно? Да, я его потерял, потому что ему не нравилось, что его контролирует телохранитель. Он был большая знаменитость, селебрити.
и ему не нравилось, когда ему говорят, что что-то нельзя делать. Бывают клиенты, которые дают распоряжения, которые, как вы знаете, не имеют смысла или осложняют вам работу. Иногда подъезжаем с клиентом к отелю, и я говорю: пойдемте мимо мусорных баков, потому что знаю, это самый безопасный путь, там никого не встретишь. Вы проходите спокойно к служебному лифту, поднимаетесь, доходите до своего номера. Вокруг никого, кроме вас и ваших сотрудников, все спокойно. Никто не будет просить вас сфотографироваться, дать автограф. А если вы пойдете через главный вход, то там будут ждать папарацци. Не удастся заблокировать лифт. Заблокировать, чтобы никто не входил, я умею. Но как сказать другим гостям отеля, чтобы они не заходили с нами в лифт? Особенно, если отель 5-звездочный. Люди меня не знают. Не поймут, с какой стати я их не пускаю в лифт. Я всегда провожу клиентов через черный ход, там, где доставляют грузы и выбрасывают мусор. А клиент иногда отказывается, говорит, что пойдет через парадный вход. А иногда клиент просит меня сделать то, что является потенциальной угрозой или что трудно выполнить. Так вот, этот клиент-баскетболист был в лаунже отеля на частной вечеринке, где собралось гостей человек 300. И он мне говорит: не маячь здесь, отойди в сторонку. И я говорю: хорошо. Люди его обступают, все новые подходят, просят с ним сфотографироваться. А я знаю, что он этого не любит. Он не любит на вечеринках раздавать автографы, делать совместные фото, всегда говорит, чтобы я настырных поклонников не подпускал. И тут я вижу эту же картину. Начинаю их останавливать. А клиент говорит: не надо, все норм. Ладно, норм так норм. Он мне говорит: иди, подожди в туалете. Окей, иду в туалет. А туалет в отеле, кстати, унисекс, куда могут заходить и женщины, и мужчины. И только я вошел, как в этот момент завибрировал мой телефон. Смотрю, это его водитель. Он кричит: «Ты где? Ты где?» Я тоже спрашиваю: «А ты-то где?» А он: «Я с клиентом, мы выезжаем на автостраду, клиент велел мне ехать». То есть он пересек лаунж, вышел через другой вход, сказал водителю, что уезжает, и водитель должен ехать. Без вас? Получается, что так, но это неправильно. Что бы ни происходило, ты должен не спускать глаз с клиента. Так что, чтобы клиент не говорил: не подходите, не следите за мной, мне все равно. Я буду за ним наблюдать, я буду рядом. Даже если я, то есть клиент, пошел в туалет, или еще лучше, он там занимается сексом, в любом случае, я буду ждать перед кабинкой. Я не буду смотреть, кто с кем занимается сексом. Но я буду ждать перед дверью кабинки. И это был тот парень с переговоров, которые чуть не закончились стрельбой. Он говорит: «Привет, ребята, куда это вы направляетесь? Хотите повеселиться?» Мы переглянулись с другом и отказались. Этот чувак уехал, когда мы отказались от его приглашения. А через пару недель мы снова его встречаем. Мы разговорились. Он говорит: «Вот мой дом». Оказалось, что мы с ним соседи. Он говорит: «Может, сходим куда, развеемся?» И тот парень, в которого я целился из пистолета, пригласил нас в ночной клуб. В клубе дым стоял коромыслом, ночь получилась безумная. Этот парень угощал нас выпивкой, и мы подружились. Надо понимать, что человек, который пытался нас кинуть, против нас ничего не имел. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Мы с ним потом еще несколько раз встречались. И тот парень сам по себе хороший, хоть и пытался провернуть аферу за наш счет. Так что мы с ним встречались на вечеринках. Как такое возможно? В Африке возможно все. Люди не ценят жизнь? Это сложная тема. В Африке у жизни другой вкус. У меня есть друзья в Африке, и если их друг умер, они опечалены. Но они знают, что это Африка, и там с каждым может случиться что угодно. Они более позитивно видят саму жизнь и не так трагически воспринимают смерть. Это особенность восприятия, которая недоступна людям с других континентов. Мне хотелось бы понять психологию этих людей. Допустим, вы не видите ценности чужой жизни. Но свою-то жизнь вы, то есть они, должны ценить, собственная жизнь должна цениться. Конечно, но не забывайте, риск — это неотъемлемая часть жизни, где бы вы ни находились.
У них координаты риска другие, чем, например, в Нью-Йорке. Они знают, что в любой момент с ними может что-то произойти, и они относятся к жизни иначе. Например, они не жалуются на жизнь. Они воспринимают жизнь не так, как европейцы, как ее видят в странах Запада. Понятно. Друзья, знаете что? Когда мы снимаем, когда мы ездим, очень непросто все это организовать. Куча героев, точек, локаций. И каждый раз в каждой стране находятся люди, которые нас поддерживают и помогают. И в частности, это Вова. У него компания, которая занимается трансфером. То есть вы можете приехать в любую точку Европы, особенно в Париже. У него есть машины, водители, которые помогают сделать так, чтобы вы были вовремя и в комфорте. И вот эта прекрасная машина, еще и во главе с Вовой, везде практически с нами ездит и помогает, чтобы мы приезжали вовремя. За это огромный респект. Ссылочку оставим в описании. Пользуйтесь услугами Вовы и радуйтесь, что мы делаем такой контент благодаря таким людям. Продолжаем просмотр. Давайте знакомиться. Я Павел. Я Ги. Ги? Да, Ги. Чем вы занимаетесь? Кто вы? Близко к охране. Фирма близко к охране, бодигард. Ага. А что значит близко к охране? Ну, вот в России охрана, это вот охранник сидит в школе, знаете, в будке. Да. Вы такими охранниками занимаетесь? Нет, это близко к охране. Это как человек, который работает с южные клиенты. Ага. Как телохранитель. Да, которые их нужно как для их security, чтобы были близко и чтобы, как называется, сделать осторожно, что у них было все в порядке. Вам как удобнее, по-английски или по-русски? Ну, как хотите. Я Вы хорошо говорите по-русски? Да. Окей. Ну, для каких самых известных людей вы охраняли их или охраняете за свою карьеру? Этих людей профессионально не разрешены, как называется, объяснить, кто они. Но что... Это звезды какие-то? Или кто это? Или это чиновники? Или это бизнесмены? Кто это? Ну, есть бизнесмен, есть которые артисты, есть команда тоже, которая очень популярная команда, баскетбол или... Да. Какие имена вы можете назвать? What kind of names you can share? Но имя не разрешили объяснить это, потому что когда профессиональный, это не, поэтому просто поэтому. Окей, хорошо. Но раз имена не можем, тогда без имен расскажите самая дикая история, которая у вас случилась, профессиональная, при охране такого секретного человека. Что случилось? Mostly shocked. Шок? Немного шок, потому что когда ты работаешь на близкой охране, ты должен быть готов на все ситуации. Ну, я имею в виду, что происходило в вашей карьере или с вашими сотрудниками, что-то, что может удивить обычного человека. Перестрелка, бандиты. Ну, как называется, всегда, когда делаешь близко охране, надо первые все уважать, потому что бандиты, всех, когда они приехают сразу, это как вы ведетесь и как ты тоже с ними говоришь. А вы встречались только с бандитами? Ну, иногда вперед не знаем, кто они. В вашей практике такое было? Вперед не знаем, но когда мы ведемся очень назад и видим, что есть какие-то серьезный человек, мы просто потом видели, что мы были рядом с ситуацией, которые могли быть очень неприятно. Ну, если вперед хорошо ведетесь и знаешь, как с ними говорить, и они тоже не знают точно, если вы охране или не охране, понимаешь, эта ситуация. И больше не видно, лучше происходит. Сколько всего в мире вот таких вот семей, примерно, которые окружают себя такими персональными ассистентами-охранниками? Ты знаешь, число невозможно посчитать, принимая во внимание, что весь арабский мир, а ты о нем знаешь, немало.
они окружены только военными. Королевские семьи многих стран, Катара, Саудовской Аравии, около них одни военные, все британцы или французы. Поэтому это сплошь и рядом. Кто становится со временем, переходит из стадии просто телохранителя или там security-драйвера в ассистенты, это те люди, которые смогли доказать свою способность выполнять опции и следить за ситуацией в мире. Ибо ты как водитель, ты остаешься в регионе. А если ты способен и видишь все глобально, то тебя берут во весь мир. Поэтому в арабском мире это сплошь и рядом. Там до такой ситуации доходит, что выбирают человека из британской армии, который выходит совсем недавно, и то, чем сегодня занимаемся мы, это человек заранее даже знает, кто выходит, и начинает говорить, вот мне этот человек нравится, я хочу, чтобы его подготовкой занимались до его выхода. И это наша сегодняшняя концепция, это понимать образ, который требует клиент. И клиент говорит, у нас, например, через пару лет моему ребенку будет 18. Я хочу иметь человека, покажите, что у вас есть. Мы показываем людей. Этот человек выйдет через сколько? Он выйдет, ему будет 10 лет. Он отслужил 10 лет. Он выйдет еще молодым. Он выйдет как из тюрьмы, в смысле, выйдет, закончит свою, то есть выйдет в гражданскую жизнь, скажем так, войдет в гражданскую жизнь, и он будет вашим. И нам говорят сегодня, я хочу, чтобы этот человек умел ездить, там, например, не только на машине, а, например, умел там управлять кораблем, знал такое-то, знал английский, давить акцент на такую культуру. И мы этим занимаемся. Мы подготавливаем человека, такая как human laboratory. И человек, мы знаем, что когда выходит, это уже как бы handmade, не то, что люди проходят там какие-то там, вот как мы сегодня с тобой участвовали, компании, где учат телохранителю. Нет, мы занимаемся то, чего от нас ждут клиенты. Клиенту, может, не нужен телохранитель, а бэбиситер. А может, нужен просто ассистент. Сколько такая услуга может стоить? Вот если я хочу себе финансирование, десятки тысяч только подготовка. Десятки тысяч долларов только подготовка. Но если мы говорим с тобой только телохранители, стоит уже от 5 до 10 тысяч евро. Только один диплом. А если он будет другие дипломы, если он хочет еще, чтобы человек управлял лодкой, это еще пару тысяч. То есть все зависимо от того, что хочет человек. Есть ценовая категория, и дальше человек уже сам набирает те опции, которые в ближайшие 2-3 года должен подготовить человек и уже быть готовым для его сына, которому исполнится 18 лет, и он к нему представляет такого вот ментора. И уже этот человек с ним повсюду. Он его персональный ассистент, он становится его товарищем. Это у нас игра, кто кого переглядит или первым улыбнется. Я не моргну и не улыбнусь. Это тренировка. Надо тренироваться, чтобы уметь так смотреть еще и на свету. Я выхожу на пляж в 5:30 утра, когда всходит солнце. Так вот, когда солнце поднимается, ты сначала опускаешь голову в морскую воду, а она соленая, и потом так таращишь глаза. Соль разъедает глаза, а ты даже не моргаешь. Так что в клубе я все вижу, как бы ни слепило глаза мелькание огней. Я все равно все вижу. Это дается тренировкой. Когда я буду нанимать своего первого телохранителя... Короче, у вас есть мой телефон, а у вас мой. А вторая история. Что произошло? Это сумасшедшая история. Я был очень молод, только что из армии. У меня был друг из другой страны, а мы с ним разговаривали по-английски, а дело было в Казахстане. И ночь получилась чумовая, невероятная, как в кино. Веселились до утра. К концу вечеринки мы оба были пьяны. Друг немного больше, чем я. Он был ростом повыше меня, а сложение у нас приблизительно одинаковое. И вот мы танцуем, и вдруг чувствую, меня кто-то ткнул в бок локтем. Смотрю, рядом пляшет очень жирный чувак, и я вижу, он нарочно меня пихнул. Вы знаете, бывает, когда у кого-то эго взыграет, это не к добру. С возрастом это осознаешь. Но не в ту ночь, когда я был совсем молод. И знаете, что я сделал? Я, можно сказать, дал ему сдачи. Но не совсем. Я повернулся бочком, и в танце его как бы нечаянно тоже толкнул. Стали выяснять отношения. Обстановка накалялась. Девушки, которые были с нами, пытались снизить градус ссоры. Девушка мне сказала: «Иди, посиди на диване, остынь». А я взял стакан, пошел в туалет, разбил и положил в карман.
Я был готов к худшему и решил, что со мной случись, уйду не один, хоть кого-то с собой захвачу. Вернулся, сел на диван, а этот чувак уселся напротив меня и заговорил. Ясно, что он ко мне обращается, но я не пойму, чего он от меня хочет. Блин, я не понимаю, я не знаю русский. Я зову подругу, иди сюда, переведи. Она с ним разговаривает, я не понимаю слов. Но вижу, как изменилось у нее выражение лица, она очень удивлена. Что еще такое? А она говорит, слушай, он полицейский, и чтобы помириться, он предлагает выпить. Блин, я-то ждал, что произойдет убийство. Короче, эта ночь закончилась замечательно. Вы знаете, что такое быть телохранителем. Это тонкое дело. Я не могу превращаться в еще одного плохого парня. Моя задача — охранять, защищать. Я никогда не причиняю людям вреда. Я должен выполнять свои обязанности. На этой работе ты всегда должен вести себя по-человечески, как хороший парень, как подобает мужчине. И тогда люди будут тебя уважать как личность. Понимаешь, поэтому, как называется, на этой работа, это надо всегда думать, что все можно происходит. Ну, надо не думать, что не будем выиграть всегда. Происходит, что не будет, как мы хотим, всегда. Поэтому надо быть очень, как сказать, осторожно для этой работы. Это очень важно. Вы планируете всю жизнь этим заниматься? Всю жизнь, не знаю, но уже 22 лет уже занимаемся на это. Поэтому это интересно, потому что когда ты делаешь что-нибудь важное для клиента и что-нибудь интересно для клиента, потому что, чтобы быть большой, обязательно знать, как должен быть маленький. Понимаешь? Потому что эта работа не просто. Experience сделать, что ты можешь сделать по-хорошему всегда. Супер. Спасибо вам большое, что нашли время. Пятерочку. Пятерочку у нас. Давай. А вы в тот момент испугались? Испугался? Я не знаю, что такое страх. Как это не знаете? Не знаю, и все. Ты можешь жить, можешь умереть. Всему свое время. Живешь, так живи. Пришел срок, умрешь. Мы снимаем видео для YouTube. И этот ролик переживет и вас, и меня. И, предположим, его будут смотреть ваши прапраправнуки. Им же захочется узнать, каким был их прапрапрадед. Мне кажется, такое возможно. А мы первое поколение в истории, которое может оставить цифровое послание для потомков. Давайте представим себе, что вам дана минута, и вы можете сказать что-то важное своим прапраправнукам, которые будут смотреть это видео через 100 лет. Смотрите в камеру и скажите, что хотите. Любите Бога. Любите Бога, слушайте Его, разговаривайте с Ним. Любите Его больше, чем кого бы то ни было, потому что никто не будет любить вас так, как Он. Спасибо. И последний вопрос. Почему вы выбрали эту профессию? У вас было много путей, но вы выбрали именно этот. По-моему, в этом случае речь идет скорее не о выборе профессии, а о событиях, которые приводят тебя к этой профессии, потому что это очень техничная работа. Она очень трудная, и если ты справляешься со своим делом, это значит, что ты его делаешь лучше, чем любое другое. Я вам говорил, что в принципе я хороший парень. Защищать людей – благородное дело, это в моем характере. Я трудолюбивый, а эта работа многосторонняя, требует разнообразных умений. Невозможно быть самым лучшим во всем, но ты можешь быть лучшим во многих областях. Ты все время чувствуешь, что должен прилагать максимум усилий, и мне это нравится. Я люблю саморазвитие любого рода. Мне скоро 40, а я учусь изо дня в день, посещаю занятия постоянно. Как интересно. Спасибо за ваше время. Пятерочку. Это какие-то удивительно странные для меня услуги. Я никогда такой не встречал. А есть еще у тебя какой-то прайс-лист, перечень всех услуг, которые ты оказываешь? Ну,
все это скрыто в одном простом в слове, это family office. То есть что подразумевает одно? Человек, который занимается всей жизнью семьи в течение года. То есть когда ты подготавливаешь лимузины по всему миру, водители по всему миру, резервации отелей, магазины, ты делаешь шопинг, ты подготавливаешь людей, подбираешь став. Другие названия, как батлер и все остальные, это все часть нашей работы. То есть мы, когда подбираем батлера, они все у нас подписывают NDA, а не разглашение, для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно. И клиенты знали, что каждый человек, он несет ответственность за то, что он делает. Поэтому нам доверяют, и мы пытаемся делать максимум не только в одной стране, а как бы мы рассматриваем мир глобально. Мира больше нет. Люди глобалисты, семьи глобалисты. И когда ты общаешься с королевской семьей из того же Дубая, ты им говоришь, наши услуги вам подойдут. На что тебе правая рука Его Величества отвечает, а зачем? У нас безопасно. Ведь все же хорошо, посмотри на Дубай. Я говорю, да, но ваши дети учатся в Лугано, а отдыхают на Ибице. А потом они поедут в Лондон. И, к сожалению, эти страны никак не являются безопасными в данный момент. Особенно то, что происходит сегодня. У вас есть недвижимость на юге Франции. У вас есть дом в Нью-Йорке. Так вот мы и наша система, наши люди во всех городах, мы этим занимаемся. Мы следим и пытаемся обезопасить максимально. Для того, чтобы у человека не было 30 номеров. У него есть один номер, а мы занимаемся с людьми на местами. То есть global management. Они являются глобалистами, мы должны быть глобалистами такими же. То есть они больше не живут в одной стране и мыслят глобально. К сожалению, риски тоже глобальные. Страшно жить. Так что, если вдруг вы хотите стать богатым человеком, будьте готовы, что когда-нибудь и этот вопрос может стать для вас актуальным. Ну, спасибо тебе, что уделил время. Дай пятерочку. У нас пятерочка. Не знаю, как теперь заснуть сегодня. Пойду.